Значит, цель моего сеанса на 100% освободиться от антимира, убрать все подключки, крючки и зацепки, все, за что может зацепиться антимир. На 100%. Убрать из своего пространства все утечки энергии, все эгрегоры, расторгнуть все контракты и соглашения во всех воплощениях, временах и пространствах. Убрать из моего пространства магию, насилие, колдовство, кармические узлы, привязки к другим людям, программы жертвы, предательства, лжи, смерти, восстановить память, разум, сознание, вернуть свою целостность, все частички души, вернуть себе гармонию всех тел, правильную работу энергоцентров, благополучие, счастье, здоровье, всю карму антимиру. Наладить финансовый поток, убрать все мешающие блоки, расторгнуть все соглашения и контракты с отцом Юрием, он недавно умер, и помочь его душе. Запрещаю рассматривать мое эфирное ДНК, отменяю эту ситуацию, запрещаю изменять прошлое, влезать в мое пространство постороннее, в том числе и через сны. Ну вот о детстве расскажу. Значит, детский сад. Вот в детском саду была такая воспитатель Нина Леонидовна, она меня почему-то не полюбила и всячески притесняла. Допустим, вот на мою просьбу дать мне к утреннику слова, она мне говорила, что ты глупая, ничего не сможешь выучить, ты опозоришь весь коллектив, хотя таких прецедентов не было, то есть мне ни разу не давали, чтобы я кого-то опозорила, а просто не давали. Помню, значит, как делали общее фото, я продумывала там, как попасть в одно из первых в актовый зал, взять там одну из новых игрушек, чтобы мне с ней сфотографироваться. Там, по-моему, даже днем не спала. В общем, мой план сработал, я туда пробралась, взяла вот эту новую игрушку, села, но эту игрушку еще захотел другой ребенок. И, значит, воспитатель помогла, в общем, ее у меня вырвать. И мне опять досталось старый там петух. Вот. Был еще такой момент, когда у нас воспитатель заменяла одна женщина, я не помню, кто она была по должности, но не воспитатель, а кто-то другой. В общем, ее все боялись в садике. Она такая была властная, кричала, то есть все там по струнке с Миркой ходили. Вот. Ее даже боялись все там лидеры группы, которые там когда-то могли кому-то что-то сказать. В общем, она у нас когда заменяла, там закончилась смена, уходила, а я единственное там во след ей злобно сказала, что больше вас я тут не видела. Или мы там не видели. Вот, и она даже в каком-то оцепенении немножко встала от такой наглости. Ты что? Ты мне тут еще указывать будешь, и ушла. Такое вот. Ну, как это получается, может быть, как вызвала огонь на себя. То есть за всю группу тут ее прогнала, а с ненавистью-то она посмотрела только на меня. Вот. Вот еще момент такой вот вспомнила. В детстве у нас был один мужчина, жил в доме, и раздавал вот он детям деньги на жвачки во дворе. Вот у него самого детей не было, он уже в таком возрасте был, он в браке был. Вот, и мы все там, дети у него брали эти деньги, а потом уже сами даже начинали подходить, там, клянчить, там, дайте нам на жвачки. Вот, и я, в той толпе тоже подходила и тоже спрашивала, когда давали, там, всем делили, покупали на всех. Вот, и вот хотела бы отказаться, выпрашивать вот деньги эти. Вот, еще, значит, в школе меня учительница отчитывала за какую-то, не помню уже, провинность, которую совершила моя подруга. Просто не разобрались так вот. Но я знала, что это там она виновата, и я просто молча стояла, выслушивала, чтобы не подставить подругу, да, то есть как бы по-товарищески так поступить. Вот, тут тоже хотела бы отказаться, брать чужую вину на себя. Было еще такое, что вот мама мне разрешала взять из ее кошелька деньги, там, на что-то, на мороженое, допустим. Я могла взять еще какую-то мелочь, незначительную, которую там можно было не увидеть, но, допустим, какую-то жвачку можно было купить. Вот. И вот еще такой случай был, набирали как-то продукты, в детскую коляску, там лежали вещи, вроде все выложили на кассу, потом уже, когда мы вышли
за пределы магазина, там уже ушли, подняли вещи, увидели, что мы там колбасу не пробили. Ну, естественно, как-то мы тут уже с этими детьми, тут уже из каприза, скандалы, и муж сказал, что я возвращаться точно не буду. Вот, и мы, в общем, эту колбасу с собой забрали, мы ее не оплатили. Вот, изменяю события и возвращаю или оплачиваю колбасу. Вот про финансы. Значит, всю мою трудовую деятельность я как-то не очень могу продвинуться по службе и получать там хороший доход. Сейчас вот там учусь, складываю силы там для достижения успеха, но как бы на такой достойный уровень до сих пор выйти не получается. Там разные причины, которые мешают. Вот. И также бы хотела убрать все ограничивающие установки, которые связаны с зарабатыванием денег, ограничивающие. Вот про сон еще рассказать. Значит, часто снятся похожие сны, что я в эпицентре военных действий, мне надо вывести мирных в безопасное место. Примечательно то, что во сне мозг просчитывает дальность взрывных волн, толщину стен там зданий, возможность их обвала, высоту, радиус и дальность полета осколков, стекол в здании, например. И эти просчеты, допустим, они какие-то хаотичные там и нелепые, как это часто бывает в снах, а достаточно грамотные. В жизни я не изучаю эти темы, и я не эксперт в этих вопросах военных, там или еще что-то. Мне это как бы никогда не было неинтересно, откуда эти у меня знания во сне берутся, и такие все точные, я не знаю. Вот такие сны мне снились еще до начала вот этой спецоперации на Украине, то есть это не связано с этим. Оно как-то, и во время снились, когда уже началось. Больше это чаще, наверное, когда уже началось. Так, еще такой случай был, что один коллега, которым мы редко общаемся, там раз в год друг друга с днем рождения поздравляем, бывший коллега, мне как-то написал: слушай, мне, говорит, приснилось, что я, говорит, гражданский, а ты меня выводишь из-под обстрелов. Для меня это было, конечно, тоже так, надо же, ему это приснилось. Вот, и хотелось бы узнать, о чем хочет мне сказать вот этими снами повторяющимися мое подсознание. Про здоровье. Вот у меня, появились некоторые боли, так вот в шейном отделе, раньше их не было. С детства проблемы с зубами. С самого детства приходится постоянно их лечить, там пломба на пломбе. И вот еще совсем недавно обнаружили там кисты в нескольких зубах из-за некачественного лечения предыдущим стоматологом. Вот. И хотелось бы отменить вот это некачественное лечение и убрать вот эти кистовые образования и исправить еще нарушения в позвоночнике, то, что вот проблема еще с шеей. Так, про эзотерику. Отказываюсь, если я делала это когда-нибудь в любых других воплощениях, от вызывания духов, во всех воплощениях и временах. Из моего опыта гадала на работе на игральных картах, там и на кофейной гуще у двух Татьян. Развлекали так наш коллектив. В детстве мама водила меня, как позже оказалось, к ведьме Оле, которая снимала порчу. Тогда думали, что просто целитель. Та выливала воск и яйцо над моей головой, какой-то ритуал проводила, там очищение. Было такое, что ходила гадать с подружками там за компанию мужчины, там как сдам экзамен. Он там и о моей семье рассказывал, гадала себе и подружкам на своих картах Таро, которые там купила в магазине. Было такое, что читала в школьном возрасте заговор по книге на удачу, которую я там нашла дома. Участвовала в гаданиях перед Рождеством. Там имена под подушку мужские клала, жгла кусок бумаги, смотрела на тень. Такое вот было. Еще вот в грудном возрасте меня возили заговаривать пупочную грыжу. И мама вот привлекала меня к занятиям многомерной медицины. Я там что-то пыталась, работала маятником, но у меня не особо получалось. Я этим практически не занималась, но попытки были. Вот. И еще вот как бы с детства этого не особо помню, присутствовала в поле телевизора, когда родители смотрели Кашпировского.
И еще я вот хотела бы отменить свое крещение, если оно не отменялось ранее. Сама отказываюсь от всех религиозных обрядов и от привлечения к ним сына Арсения, потому что я его крестила, там на причастие водила, там записки за здравие там подавала, вот такое вот. Ну, в церковь ходили какое-то время, непродолжительное. Так, а вот о детях. У меня младший сын Саша, 3 года, он до сих пор страдает атопическим дерматитом с рождения. Но есть такая проблема, у него размер правого зрачка там заметно меньше, чем левый с рождения. И еще вот у него затруднено носовое дыхание, хотя насморка нет. Может быть, вот хотела узнать, нет ли в такой подоплеки, которая на тонком плане, может быть, какие-то подключки или что-то вот с дыханием связано. Ну, проверить. Вот, еще мне как-то вот было, что с Сашей снились похожие сны, вот с маленьким сыном, что он грудничок лежит у меня под боком, а в комнату проник какой-то дух, и он проявляет себя там движением вещей, я понимаю, что его цель Саша, но из-за того, что я рядом, он не может никак воздействовать на него, как будто что-то выжидает, и я наблюдаю. Ну похоже, таких 2-3 сна, наверное, было вот одинаковых. Сын Арсений, 9 лет. Ну, вот о нем могу сказать, что часто кричит во сне, там резко переворачивается. Когда я его бужу, спрашиваю, что приснилось, он никогда не помнит. Хотя вот тут вчера мне говорил, что ему там давно снится то какая-то лестница с чердаком, точный сон он не помнит, вот только лестница и чердак. А еще я тут вчера совершенно случайно узнала, он тут со мной поделился, что они во дворе участвовали в ритуале. Вызывали пиковую даму, в общем, какая-то девочка принесла, тоже все 8-9 лет, зеркало, пошли в подвал, но у нас он просто открытый такой, проветривается. Туда зашли, значит, помадой нарисовали лесенку и вызывали пиковую даму. Это я узнала вчера. Ну, то есть вот такой момент, повлиял ли как-то на него это, смогли ли они кого-то призвать, в реальности. И еще по поводу передачи информации о моем освобождении. Я бы хотела передать эту информацию моему умершему недавно папе Юрию, посмотреть на его реакцию, примет он ее или нет, и остались ли какие-либо зацепки, с отцом, с умершим, связывает ли нас что-то с ним. Ну, а также передать моей маме, Ирине, сестре Наталье вот эту информацию. В общем-то, все. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь, Виктория? Ну, вижу какие-то пляски, как будто цыгане или кто-то вот. Угу. Понятно. Хорошо, Виктория, отсоединись от всех и всего. Да, я понимаю, слышь. Поднимайся. Виктория, я посчитаю от 1 до 3, и ты найдешь в эфирном пространстве эфирное тело Елены. Елена, 1, 2, 3. Вижу, что как будто человек, на которого накинули как черную ткань и пытается выплыть, но плывет, и вот эта ткань вся сверху вот так черная. Угу. Я ее зову, и она вышла как на берег. Вот так Угу. вот. Ну, все это как странно выглядит. Так. Она вышла, встала, Угу. а сверху вот эта вся черная ткань. В секторе магии какое-то там свечение. То есть она вот так, знаешь, как это выглядит? Как будто бы вот земля такая пластичная. И вот она как Угу. плыла, как будто бы, и все это видно. И потом она как вышла, и
как бы осталась в этом пространстве подземном. Мгм. Но вот это все пространство как обволакивает ее. Мгм. Фигура То есть видна. ее фигуру, то есть она как Мгм. не вышла. Э, Вот так вот Так. черный контур. А в секторе магии находится в этом же черном силуэте, который сливается с этим дном. Оно считывается как дно. Такой кружок черный. А в этом кружке там кто-то есть. И я Мгм. ее зову, и она вот так руками, где лицо, вот эти черные, как паутина, все. Она это Мгм. стирает. Мгм. Я ей говорю, чтобы она поднималась выше. Что это ее пространство, и она может, и вот она выходит, этот как раз разорвался Мгм. вот это, и она выходит вверх, и у нее такая вот книжечка в руках. Я считываю ее эфирное ДНК, я вижу ее лицо, это она. Мгм. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она разрешает. Мгм. Так. Так, что там в секторе магии? В кружке какой-то там был кто-то, ему я приказываю проявиться согласно его физической ДНК и назваться, кто он такой. Я слышу сын. Мгм. Я вижу Так. тот момент, когда они вот вызывают. Но я сразу увидела. Ну вот сейчас я имею возможность это как бы Мгм. проверить. Они вызывают пиковую даму, и выходит вот так вверх, вот этот, как покрывало, как силуэт, ну, как Мгм. рисует, изображает вот этих привидений, как будто бы простыня ни на чем, да. Мгм. Вот оно считывается, вот эта черная магия, а внутри как пустота. И она вот так от этой пиковой дамы идет, она вот так как рукой в пространство Так. Ната. Что? А, Елена? имени нет. М. А где же А. имя? Мгм. Так. Елены. Сейчас я ее зову. Где она? Мгм. Позови Елена. Имя вот так исчезло. Хм. Так. Сейчас я посмотрю. Вот так Мгм. идет какой-то шлейф вот на уровне талии, вот так дальше, и там образуется такой, считывается склад, где сектор подписания контракта. Там что-то с пальцами, какие-то вот эти фигуры делаются, и нити красные. И вижу, как будто ее вот в секторе интерферентов, как будто закрыли в какую-то красную комнату, как вот эта тюрьма, Мгм. одна стенка, такая решетка, и эту решетку так закрыли. И она вот так и смотрит вверх. Считывается мать-предательница, то есть по ее программам предательства. Мгм. Так, и я вижу, как идет это энергетический этот поток. И там вот эти ситуации, которые она описывала. Первая ситуация – это
принесение в жертву сына, крещение. Мгм. А потом ниже вот так идет, вот это ребенок сидит с этим петухом. Считывается продать себя. Эта Мгм. ситуация, ну, естественно, эта учительница заслуживает тюрьмы, по большому счету, такое обращение с чужим Мгм. ребенком. То есть она должна была дать одному ребенку игрушку, сфотографироваться, второму, это же. А здесь она, вот сидит этот ребенок с этим петухом. Так. Она согласилась. И я вижу, как через правую ногу у Леночки вот энергия протекает вниз, и там я вижу лицо ее мамы, Ирины. Так. Ирина в тот момент, она не защитила своего ребенка. То есть это предательство уже идет как родовое. Мгм. То есть эти программы передаются, они вот так идут. И Так. уже как бы часть души, даже Мгм. Ирины, вот там находится в руках интерферентов. Мгм. И Елена показывает вот там, где она вот попала в этот момент, когда сын вызывал этого духа, Пиковая дама. Мгм. да, то вот эта ситуация, она находится у нее как подушка под попой. Она вот как села там в этой тюрьме, и сейчас она вот как подушку, то есть на эту энергию. Это как основа, черная подушка, и подключка тянется вниз, в нижний портал. И там я вижу эгрегор. Мгм. Эгрегор, вот этот, который я сначала увидела, вот эти пляски, Мгм. колдовской эгрегор. И я вижу, как какая-то женщина. Вот, Ирина, мама привела к этой ведьме, Ольга, по-моему. Мгм. И она вот так выпивает яйцо, я вижу, как на сковороду. Мгм. И вот эта сковорода, вот это, да, оно считывается как колдовство. И есть вот этой подушечкой, на которой сидит Елена. То есть, эта энергия считывается как предательство Ирины, своего ребенка. Мгм. Так, а вот этот эгрегор с плясками, как этот эгрегор считывается? Он считывается союз колдунов, Мгм. имеет вид черного, вот считывается как черный спрут, как клубок змей, и вот эти головы вот во все стороны. Мгм. Как у этой горгоны, знаешь? Да-да. Вот. Это как Мгм. программа вирусное распространение вот этой магии. И вот как это все связаны родовые программы. Как они двухсторонние. Видишь, как оно работает? Первый Мгм. раз такое вижу. То есть мы всегда обращали внимание на то, как работают родители, предают своих детей. А это вот как обратная связь, так называемая. Как же дети а, от- отражают вот эти программы родовые и, в свою очередь, предают своих родителей. Но в нашем случае вот эта книжка у
Елены. Елена в руках. Мгм. Да, и она означает, что она говорит развязать пуповину. Вот я посмотрела на эту книгу, которую она держит, и там вот так как клубочек такой, и вот как завязывает пупок, а она говорит развязать пуповину. Мгм. И в этот момент так поднимается ее энергосфера, так стала большая, прозрачная и круглая, плотная. И она поднялась вот выше, но вот эта подключка у нее тянется именно к пупку. Так, Виктория, давай с этими аспектами, которые ты перечислила, разберемся. Да. Вот сначала с этого крещения. А, Пусть Ирина, посмотрим, что произошло во время крещения ее сына, этого Арсения. Давай посмотрим это событие. Я вижу, что вот прямо ее вижу, ее лицо, и ребенок там как будто бы черной водой вот так на него э, брызгают. И в этот момент подключка прорастает к пупку. Мгм. Так, хорошо. Елена хочет и отказывается от крещения ее сына. Пусть она зайдет в ее сознание в тот момент и отменит это событие. Я вижу, как она протирает глаза, Мгм. смотрит на это и поднимается как в свое будущее и в ее ребенка будущее, потому что у них энергосфера одна. То есть он находится в ее энергосфере. И она вот это как огромный какой-то щит, дверь, какая-то штука из будущего. Вот так М. отбрасывает туда. И я вижу, как у нее, она как будто бы зубами, это какой-то щит такой с дыркой внутри. Мгм. И эта ситуация как внутри, ну, как тарелка какая-то. И она там внутри Мгм. зубами именно отгрызает вот эту пуповину, отменяет это решение, говорится, подчиниться злу. И я вижу, как такой крест огромный, как будто бы у нее на лбу был, из сектора магии, уходит в сектор магии, и она забирает ребенка, Мгм. считывается, отменяет приказ. Хорошо. Почему-то пошло вот так, приказ сатаны, что она отменила приказ сатаны. Отлично. И сейчас я Пусть она смотрю, что очищает. за Мгм. приказ сатаны, и я вижу, что появляются вот эти гадания, вот это все. Ага. Да, то есть она как бы завязана была на тот момент в этих, м, Мгм. С этим эгрегором. да, с этим Вот. эгрегором. И сейчас вот я вижу это яйцо, эта ситуация. С ведьмой Олей. Мгм. Так, Да, и я что вижу, произошло? как она говорит, мама, я не хочу, маму вот так, а мама вот здесь стоит, дергает как за платье, говорит, мама, я не хочу, и показывает пальчиком. А Ира Мгм. говорит, я знаю. И вот эта сковородка к этой ведьме, я Мгм. передаю Елене, вот она маленькая, выходит с этой ситуации, свою энергию забирает, чтобы она передала Ирине эту информацию, чтобы Ира тоже забирала свое решение, свою энергию и отменяла Мгм. водить своих детей к любым колдунам, подчиняться их власти. Мгм. И я вижу, как это она выходит как будто из каких-то, как нити, как паутина. Мгм. Ирина поднимается вверх, как ангел. Я ей передаю, чтобы она освободила все ее пространство, и она вот так вот от пупка это
отрывает от своего. Мгм. И вот это прозвучало, это многомерная медицина. То есть один из вариантов эзотерического воздействия. И Так. Ирина поднимается вверх, я вижу, как Елена вслед за ней, и слышу, кто-то вот так шепчет над пупком, заговаривает пупок. Так, кто это там заговаривает, приказывая проявиться? Мелькнул такой хвост. О, это одна из этих змей. То есть вот эти, этот дух. Этого эгрегора. Да. Так, кто на физике был, приказывая ему проявиться в соответствии физической ДНК, кто представлял эту голову змеи, ему я приказываю проявиться согласно физической ДНК. Ну, считывается шептуха. Так, кто эта шептуха, приказываю ей отвечать, кто она такая. Это Ирина имеет к этому отношение. И я передаю тоже в этот момент Ага. Елене ее сознание, что она сейчас может отказаться принимать это насилие, и передаю информацию Ирине, чтобы она отменяла свое решение Мгм. предавать свою дочь таким образом и убирала свое решение, как идет совокупляться с антимиром. Мгм. Пусть приказывает Елена этой Ух ты! шептухе Это все забирать. уходит. Мгм. Вот такая Забрать. штучка, как черный такой, Мгм. как это назвать? Завитушка такая. Завитушка. Уходит Спиралька. Мгм. спиралька, да. И там, где пупок, у Елены начинает светиться вот так все. Вот оно светится, и она поднимается вверх Мгм. в другое пространство, а этого черного уже нет. И только вот так крутится, вот так этот эгрегор колдовской. Сейчас я его остановлю. Мгм. Волна такая, как хвост, как будто змея вот так крутится. Сейчас я ему приказываю остановиться, замораживаю. Замораживаем. Так, я заморозила, и получилось вот так. Елена поднялась вверх, и в ее пространстве с левой стороны вот так звучит Арсений, а с правой стороны, но уже под ногами, с левой и с правой ноги, а под правой ногой вот это такой какой-то красный, как будто бы из таких кусочков, лоскутиков, вот так как эм, калейдоскоп, знаешь? Когда смотришь, там такие фигурки разные, как Переворачивается. осколки. Мгм. Вот этот какое-то зазеркалье, да. Это с правой ноги у нее, под правой ногой какой-то, Мгм. как лоскуты таких зеркал. Так, что это за энергии? Хозяину этих энергий приказываю проявиться в его пространстве. Появился какой-то силуэт, такой же, как... И он появился вот здесь, в секторе интерферентов, а потом так шух, в сектор магии. Мгм. И я вижу, что она считывается как Марго. Мгм. Так, Марго. приказываю этой Марго отвечать, что она делает в пространстве Елены. Сейчас я посмотрю, кто это за Марго. Мгм. А, Она считывается служащая. Служащая. Это пиковая дама. Мгм. Вот я вижу эту карту, но имя у нее Марго.
И я вижу, что это была реальная личность. Мгм. Это была женщина. Она находится в секторе интерферентов. Мгм. Считывается, я вижу ее лицо, и на правой стороне лица у нее огромная черная, как бородавка, а лицо чуть-чуть светится, а чуть-чуть как-то все пропадает. А, Мгм. Это она как бесплотная? Королева, да, да, Мгм. королева Шабаша. Мгм. Карнавал, какой-то карнавал. И я вижу, что это была реальная история, и считывается, что ее замучили до смерти. Я вижу, что это какая-то ситуация была, считывается как средневековье. Мгм. Вот, и делают какой-то... Сначала это был как маскарад, бал-маскарад. Мгм. Ам, Много таких с такими штучками, как глаза закрывать, перьев много. Это как будто где-то в Европе, то ли Северная Италия, вот, то ли вот где-то там. Мгм. Вот, какой-то бал-маскарад. Да, чуть-чуть, может, севернее, может, Австрия, вот там где-то. И потом я вижу, как она вот так сквозь эти очки смотрит куда-то. Мгм. А я вижу, что они собрались, какая-то вечеринка, и кто-то на столе как будто бы лежит, такой светящийся. Так, кто это лежит? И там, то есть они как-то веселятся, и карты, они кидают карты, а кто лежит. Мгм. Какая-то энергия похожа на... Ага, это вот так, как человеческий силуэт, он уже проявлялся, а вместо рук и ног просто как будто бы хвосты такие. Это в эфирном плане так выглядит. Я вижу, что это Марго лежит. Вот, М. ее это считывается прищепка. Вот эта черная родинка на щеке, на правой щеке, Мгм. возле носа. И я вижу, что они ее как-то привязали, на этом столе, вот в платье, все. Мгм. А вот этот силуэт, как будто вместо ступней и ладоней просто хвосты белые, это как символ паразитического сознания. Вот. А потом они, как я вижу, ходят и кушают, как торт такой. Вот эти все люди на этом маскараде. Я вижу, они все ушли, а она осталась на этом столе. И она пытается вырваться, но ее закрыли в этом подвале. Я слышу, забыли. М. Так, Виктория. Мгм. Я А вижу, как когда она умирала мучительно, вот там привязанная. И вот эта ужасная энергия черная, она буквально вот так стекала, как вода. Вот откуда вот этот образ был, как плыть. То есть ее, я извиняюсь за выражение, но это ее плоть так течет вместе с страданиями и с душой. Мгм. И я вижу, что она попала в круговорот. А, Ее душа вот как будто такой механизм, который все сужается, 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 а вокруг вот эти колдуны. И заходит вот эта ее душа вниз. То есть ее душу
Вот так Мгм. распластали, она стала как ниточка. А потом она попала вниз, и я вижу, что она превратилась как в батут. Ее растянули как батут. Мгм. И я вижу, что ее эту растянутую душу используют как выхлоп, как будто на батуте кто-то вот так вот прыгает, выхлоп я слышу. Ну вот как хлопушки выхлопываются, да? То есть Мгм. они где-то там внутри, а потом раз, и все вылетают. Точно так же демоны, я вижу, они считываются как скверны, а выглядят вот как в этих замках средневековых, там изображены такие горгулии разные. Да, и я вижу, Мгм. что это духи, считываются демонических существ. Я вижу, что при вызывании этой пиковой дамы вот Мгм. эти выходят духи, не она сама, а духи, они как будто на батуте выскакивают. Мгм. И вот один вот этот выскочил, и у него на правой пятке ее энергия, а портал, вот как это лицо, которое она нарисовала, когда она делала этот макияж, готовилась к этому Маскарада. маскараду, она вот возле в зеркало вот так посмотрела э, и нарисовала такую жирную большую родинку. А сзади нее стоял вот этот дух. Мгм. Вот. И когда она вот это сделала, там как портал образовался. И вот так он взял, он выглядит как какая-то горгулья или как черт. И у него на правой пятке, вот так от ее щеки, вот так хлоп, образовался как контакт. И Мгм. вот, когда люди вызывают вот эту пиковую даму, вот этот дух, бесплотный дух, он М. бесплотный, Мгм. он не может восстановиться, я считываю. Это демон. Это демон, у него 6 крыльев, и все черные. Он погребен в небытие, Мгм. и через вызывание духов он имеет Так. возможность проникнуть в более высокие пространства, другие измерения, в измерения жизни. Мгм. Демон это, да? Да, да, да. А Так. душа Марго, она вот там лежит. Мгм. Так, Виктория, давай проясним, как эта душа Марго относится к Елене, что их связывает. А связывает вот эти все программы жертвы, вот эти все ритуалы, ритуальчики, Мгм. зашептывание этого пупочка ребеночку, э, вот эти предательства вот этой училки, которая предавала ее, Мгм. унижала, предательство мамы по незнанию, да, Мгм. потому что вся система так устроена в Советском Союзе и везде, чтобы ребенка отдать, и мама занята работой, а ребенка мучают воспитатели. Мгм. Вот, вот это все. Потом ее решение вот на картах гадать, вот эта связь с антимиром. И сейчас на поверхность выходит последнее событие. Это Арсен вызывал эту пиковую даму. То есть через цепочку всех этих Мгм. событий так работает вот эта вся матрица колдовская для проникновения вот этой магии, магия насилия.
Так, а есть у Елены с этой пиковой дамой или этими интерферентами какого-то контракта? Ну, сейчас я посмотрю. Мгм. Посмотри, Виктория. Ам, Елена говорит, сейчас я слушаю, не могу пока понять, что это. Она говорит, мой плод. Ну, не плод, а плод. Плод А деятельности. я плоть. Я Плоть. вижу, что вот эта энергия, которая там течет, Мгм. это частица ее души. Вот почему я видела вот этот кусочек только лица. Мгм. Сейчас я идентифицирую. Мгм. Сейчас я их поставлю. Вот это лицо Марго, а вот это Елена. А, Да, это она. Арсен. Он на самом деле пришел таким образом, как я вижу, он смотрит в такое зеркальце, такой луч света. В сектор принятия решений считывается спасти. То Мгм. есть вот как эти ситуации имеют все двухстороннюю, а, на две стороны работает. С одной стороны программа предательства, с другой стороны это способ для, считывается, сияющих душ. Вот это все разобрать. Безобразие. Мгм. Так, это получается частичка души Елены находится в этой пиковой даме, в этом эгрегоре. Это она была. Этой пиковой дамой, то есть этой Да, женщиной Марго. да, это она Мгм. была. Это она была. Давай, И Виктория. вижу, как в том, где-то в каком-то пространстве, Арсен, взял эту, как лица кусочек, то есть энергию эту взял. И по всем этим лабиринтам, которые я вот рассказывала, оно все выглядит, знаешь, как зигзаги, как лабиринт такой. И он вот так, это лицо нес, как будто убегал от этих. И когда он вот, делает этот ритуал с ребятами, то я Мгм. вижу, что он как солнечный зайчик, такой луч яркий, в сектор принятия решений, отбрасывает туда луч, осветляет это. Так, а какое именно событие он осветляет? Какое? Сейчас я смотрю, Мгм. именно я смотрю. Мгм. И я смотрю, вижу, в секторе принятия решений у Елены, вижу вот это событие, когда эта девушка, она позволила себя привязать на этом столе, а они вокруг, ну, скорее всего, что они дурачились. То Ага. есть я не считываю там, что что-то происходило дурного. Я вижу, что они дурачились в каком-то... Да, я сейчас посмотрела, что это было. Это склеп. Мгм. Там стояли бокалы с вином, и вокруг вот так она лежала, а вокруг они делали какой-то ритуал дурацкий. Вот, но среди них надо посмотреть, кто это вообще придумал это делать. Да, кто зачинщик, кто главный зачинщик этого ритуала, и ему я приказываю проявиться согласно физическим ДНК. Так, проявляется, так снова имеет отношение вот эта родинка и Арсен. Этот юноша, Так.
Он одет, тоже переодет. Он переодет, такая шляпа большая с такими перьями. Или это Мгм. одежда такая была? Жабо такое. Считывается как козни богачей. Мгм. Какая-то богатая тусовка. Вот. Я вижу, это он закрыл. Это склеп. Мгм. Это такой, как одна такая большая комната, как на кладбище. Так, давай спросим у Арсена, зачем он проводил этот ритуал, зачем ему это было нужно? Так. Он выглядит как сильно пьяный. Мгм. Потом я слышу, что с ним что-то случилось, он где-то валялся. Что-то с Мгм. ним случилось. Ну вот это идет, забыл. Ну вот это что-то такое. М. Может, он забыл, что оставил Марго в склепе привязанная? Ну, я не вижу, что это было преднамеренное убийство. Я просто вижу, что вот этот демонический в нем Мгм. работал вот этот дух с этим на пятке, который да, проявляется этот дух, он Вельзевул. Эм, Мгм. да, я слышу дух, мы по-нашему матрица, но я услышала как матерщина, то есть Мгм. извращенное материнство, то есть имеет отношение к этим извращенным программам предательства. Мгм. Да, хорошо, Он даже Виктория. родственником Мгм. был, то ли братом, считывается как родственник, Мгм. может, двоюродный брат. Так, Виктория, хорошо. Вернемся еще к Арсению. Да, Да. Виктория, посмотрим ту ситуацию, когда Елена у зеркала делает ей макияж перед этим маскарадом. Ну, я вижу, Это- что от него идет, что он отменяет сейчас Мгм. она готовится, то есть, вот этот эгрегор был такой, как пазлы такие какие-то из кусочков. Ам, я Мгм. вижу, что он отменяет вот этот ритуал, считывается погребение заживо. Мгм. Хорошо. Вот, и с этого склепа он вот как будто бы стоит, там отдельный такой домик, Мгм. просто большой такой. Выходит эта энергия, они как вместе были завязаны там, Арсен и Елена, и Мгм. он отменяет этот ритуал. Я вижу, как она встает, и вот эти все веревки, которыми ее там привязали, но ее не сильно привязали, но она выйти, нет, сильно она не могла встать. То Мгм. есть она тоже пьяная была. Они пили там. Мгм. Понятно. Вот, она встает, выходит, поднимается вверх, а это все уходит и держится действительно только на ее этой, оно считывается как бородавка. Я вижу, она смотрит в зеркало и вдруг видит в зеркале этого духа. Мгм. И она вот так что-то берет, то, что она там у нее еще и книжка какая-то. То есть они этот ритуал где-то считали, почитали, что ли. И я вижу, Мгм. как она вот так этой книжкой, вот так как-то через эту родинку нарисованную, это все ему. И это зеркало, тоже с этого зеркала этот дух уходит. И она через это зеркало, вот оно, зазеркалье какое. И она через Мгм. это зеркало выходит вверх, я ей вот топчет ногами,
я ей передаю, и это зеркало вот так ломается на куски, и в этот момент она вот так как из-под этого пространства, которое ее вот обволакивало, она как будто выплыла, как Мгм. человек, который долго находится под водой, набирает воздуха, а это все тоже вот так разбивается на куски, и слышу вот так конец Марго. Мгм. И она, я вижу, забирает свою энергию отсюда. Я ей передаю, чтобы она отменила все решения во всех воплощениях, подчиняться программам жертвы, Мгм. вредить себе, своей душе, и чтобы она отменяла этот ритуал погребения и этот ритуал, этот шабаш Мгм. ведьмовской. А пусть она это сделает, откажется участвовать в этих маскарадах, э, принимать этого Вельзевула и его воздействие и прикажет ему забирать все его воздействия его руками и отдает ему карму за эти воздействия, насилия. Я вижу, она смотрит в зеркало, так долго смотрит в зеркало, и эта штука ушла у нее. И она вот так, вся ее вот эта душа, которая там была вот так растянута, плоская в Мгм. одномерная буквально, вот так она выходит. Я ей передаю, чтобы она вернула все частицы ее души, восстановила целостность и гармонию в каждом аспекте ее души, во всех воплощениях, измерениях, мерностях и пространствах. Мгм. И ее энергосфера начала звучать. Мгм. Я ей передаю, вот, а в ее пространстве находится ее сын, чтобы она ему передала, чтобы она его поблагодарила Вселенную, и что он сейчас, и я вижу, что он как будто проснулся, Мгм. и вот эта черная энергия считывается долг, с него сползла. И я вижу его комнату, вот эта черная вся энергия вот так просто сползает и уходит, и появляется а, Елена, и начинает так светиться вся. Я ей передаю, что ее рациональная часть хочет очистить все ее пространство, все, что касается ее рука, ее разум, и такое спокойствие настало от всех этих чужеродных программ, чтобы она Мгм. почистила пространство ее сына, передала ему, чтобы он отменил. Сейчас я его спрашиваю, хочет ли он отменить. Мама разрешает Мгм. поговорить с ним. Хочет ли он, чтобы я с ним поговорила? Да, он меня знает. Он говорит на меня тетя Вика. Мгм. Эм, Он говорит, показывает на ту ситуацию, говорит, что он навредничал. Мгм. Говорит, ради спасения мамы, ну и его души. И я вижу, как с его души вот так как выпал черный камень. Я ему передаю, чтобы вот он мешает этому, то есть вот так вот делает, там, где это делают дети, Мгм. вызывание, он вот так вот все руками и забирает его божественную часть. И слышу, как карма уходит в антимир, то есть все эти черные энергии возвращаются. Мгм. И вижу, как вот так энергия Елены отделяется от какой-то другой энергии. Вот такая какая-то серая энергия. Они как раз и разделились. Сейчас я посмотрю. Мгм. Она считывается королева Марго. И Это я серая энергия. Да, да, это Мгм. как сейчас оно считывается плутовство,
баловство, плутовство. То есть вот эти, и мне все время вот эти игрища приходят разные на все праздники, вот эти перформансы, знаешь, Мгм. это все имеет какое-то специальное значение, иначе бы этого никто не делал. Ну да. Вот, я передаю Елене, чтобы она выталкивала все чужеродные программы, все навязанные стереотипы, которые на нее навешивались через эти плутовские э, контракты, чтобы она расторгала все эти контракты, Мгм. и забирала всю ее энергию, все, что принадлежит ей, и все чужеродное пусть отправляет на полную аннигиляцию и запрещает этому духу когда-либо выходить. И я вижу, как ее вот эта душа, она вот так возвращается к ней, возвращается в сектор будущего, считывается как на ремонт. То есть она как бы не может себе ее вернуть, она выходит в сектор будущего, вот туда, вот так как будто плывет вверх. Мгм. Так. А вот это мне шло с самого начала, и сейчас это слово идет отрешение, отрешение, Мгм. отречение. Чё? Мгм. От Вот. чего? Вот оно что. Я вижу, что когда человек себе вредит в этих колдовских ритуалах, то отрекается от частицы своей души, от своей души отрекается. Ясно. Вот, считывается уход в небытие, то есть отрекается от жизни. Вот оно что, она не могла воплотиться. То есть та часть души воплотиться не могла, потому что она на сознательном уровне отреклась от нее. И вот высшее я сейчас идет мне информация, показывает, как она воплотилась, то есть с другого, с высшего аспекта души. М. А эта часть души тоже была частицей, но небольшой. Это именно там, где был вот этот контракт. Сейчас я посмотрю, с кем она подписала контракт. Мгм. Кто вторая сторона? Кто участники контракта? Приказываю проявиться. Вот этот эгрегор проявляется, союз колдунов, союз Мгм. ведьм. Так. Она приняла вот эту метку, метка Марго в этом Мгм. ритуальчике. А что взамен? А взамен отдала, то есть она поучаствовала, то есть это было баловство, Мгм. шутничество. Она просто ради поучаствовать, а что она итоге отдала свою эту душу, на которой был завязан вот этот эгрегор вызывания духов, именно этой Марго, пиковой дамы. Мгм. Ясно. И она говорит, что она разрушает. И как ударила по этой натянутой, Батут этот по как, да? этому батуту, и он Мгм. разорвался. А там, где колышки были, там как жемчужины такие. И это ее энергия. Я ей передаю, она как забирает ее энергию. Мгм. И вот так выплевывает это красное вино. Ага, хорошо. Вот. П И я вижу, разрывается на куски вот этот весь тот склеп с этим ритуалом. И такая, где она лежала, такая жуткая морда, это горгулья, устремляется вниз с таким криком. Я приказываю ему убираться с нашего божественного пространства, из пространства Елены. Он нарушил коны Вселенной, потому что его ритуалы основаны на лжи. Я ему за ложь
И он пытается какими-то вилами, такими, как трезубец такой страшный, черный, а я ему каким-то трезубцем таким сияющим вот так. Прямо трезубец. Так Как вот. Посейдона. Да, только у него черный такой корявый, а у меня Мгм. такой, он такой какой-то, как будто с таких света сделан. И я Мгм. его там как бахнула, и это зажмякалось, все уходит. Я отправляю все эти энергии чужеродные в то пространство, откуда они пришли. Такой вой стоит, уходит туда, Мгм. закручивается. Мы распространяем свет, и я вижу, как я взяла Марго за руку, а Елена Мгм. стоит, улыбается. И все, и вот эта вся конструкция, это Марго. Я ее взяла так за руку, вверх веду, и она раз, и растворился этот образ. Мгм. А Елена вот так делает. Она вернула себе ее целостность, взлетает как ангел, крылья у нее вверх. И я вижу, как она кружится а, вот так вот с сыном своим, как ДНК, сияет все. Я им Мгм. передаю, чтобы они вдвоем очищали все их пространство от кармических привязок, чтобы они, я слышу, восхваляли род, благодарили род. А что такое род? Мгм. Что это? Я слышу родовое начало, божественный источник, вот оттуда, где первоисточник. Хорошо. То есть они очистятся, все чужеродные подключки, импланты, программы антимира, все отсоединят, отправят хозяинам на аннигиляцию Да. и поднимается вверх. Мгм. Хорошо. Так, пройдемся, Виктория, по аспектам. Да. Мгм. Да, хорошо. Пусть Елена зайдет в тот момент, когда Нина Леонидовна а, не давала слова ей говорить к утреннику и говорила, что она тупая. Пусть она зайдет в тот момент и изменит эту ситуацию, как сейчас считает нужным. Я вижу, это Нина, она считывается как сторож. Мгм. Вот. И я вижу, как она просто, Елена, берет вот такой большой лист. И она просто не стих читает, а поет так красиво. Я вижу, она на сцене, и вот эти энергии вокруг нее черные, они вот так просто разрываются. И все эти черные энергии вокруг нее уходят, и вот эти М. люди радуются и аплодируют. Мгм. Да, Хорошо. это успех. Это М. успех, и я ей передаю, чтобы Елена сейчас убрала все привязки и все упреждающие какие-либо причины эзотерические на тонком плане. Все то, что мешает ей занять ее место в ее живой вселенной, в ее пространстве. Все, что мешает ей быть здоровой, успешной, молодой, красивой, пусть она убирает все эти причины, очищает все ее пространство и позволяет в этом моменте себе взять от Вселенной Мгм. все то, чего она заслуживает на самом деле. Она, как божественная душа, заслуживает всего самого лучшего для себя, и пусть она восстанавливает конные
Мгм. Я слышу возобновление. Да. Интересно. Мгм. И Так. буквально вот так выталкивает, как будто такие внутри нее, такие как шары, как Мгм. полусферы. Я ей передаю, чтобы она все эти чужеродные зеркала отправляла, отрезала и буквально сейчас начала новую жизнь с нового листа. Свободная, спокойная, уверенная в себе, своей, о своем будущем и прошлом, потому что ее прошлое полностью изменено. Есть только М. здесь и сейчас. Все. Так, хорошо. Так. Пусть, значит, Елена зайдет в тот момент, когда у нее отобрали белую игрушку, э, и тоже изменит эту ситуацию, чтобы сфотографироваться. Да, она Мгм. вышвыривает этого петуха и поднимается вверх, как ангел, с этой Мгм. новой игрушкой. Считывается взять свое по, Мгм. по желанию. То есть Мгм. я ей передаю, чтобы она возобновила коны, э, считывается как репродукция желаний. Репродуктивные, вот как мы рождаем детей, вот так мы должны рождать события, желательные для нас события, по своему желанию. Я ей передаю, чтобы она возобновила эту функцию исполнения желаний Мгм. и убрала все привязки, подключки, все то, что мешает ей этому, и отправляла на полную аннигиляцию. Мгм. Хорошо. То И есть она сейчас я вижу, как она как будто бы снова всплыла, только уже в других пространствах светлых. Я ей Мгм. передаю, чтобы она вернула абсолютно все свое себе, все, что ей принадлежит по конам божественной а, Вселенной. Благополучие, здоровье, успех, материальные Мгм. блага, все то, что ей принадлежит по праву бесконечно изобильной Вселенной. Хорошо. Я слышу священного света. Мгм. Вот. Так, Елена отказывается брать чужую вину на себя, когда она стояла и молчала за провинность, которую совершила ее подруга. Пусть она зайдет в тот момент и изменит ситуацию, как считает нужным. Она просто сказала: "Это не я". Мгм. Хорошо. И я вижу, она отменяет эту, стоит перед этим мужчиной. То есть мужчина тоже каким-то образом, что копеечки там детям раздавал. Жвачки, ага, на жвачки, говорю. Ага. Она отменяется выпрашивать деньги. Я вижу, как она выплюнула эти жвачки, Мгм. потому что у него не было детей по каким-то его причинам, а он как будто бы компенсировал, я слышу, что-то. Она Мгм. забирает свою энергию, вот, уходит. Так, все очищаем. Мгм. Портал на аннигиляцию. Не было Мгм. такого. Все. Мгм. Так, Хорошо. копеечки, кошелечек у мамы. Да, да, отменяет она брать деньги у мамы без спросу. Да, этот красный кошелек уходит. Мгм. Я ей передаю, чтобы она вернула, я слышу, достояние. Колбаса. Колбаса Мгм. возвратилась назад, в кассу. Вот так, в кассу пробилась и обратно пришла. Хорошо. Хорошо. Так, хорошо. Вот этот сон, Виктория, который говорила Елена, где она во сне просчитывала дальность взрывных волн, зданий, возможность обвала и тому подобное. Что это за сны, которые ей постоянно снится? Давай посмотрим один из них. Что это за ситуация такая? Я вижу вот этот склеп. Мгм.
ее частица души вот там осталась, и она просчитывала вот эти все ходы и выходы. Э, я слышу Как? цикл гармонии. Это цикл гармонии. Мгм. Вот эта Как? искра жизни по-нашему, или наш священный дух, он, или священный эфир, там уже встроена вот эта модель распутывания, развязывания Мгм. и, я слышу, Этих узлов. благочестие, чтобы расцвело благочестие. То есть я вижу, что если бы зло не мешало, м, Мгм. то происходили бы только хорошие события, потому что вот свет, он, душа, все наше пространство, оно как заряжено этим священным светом, который запрограммирован, можно так сказать, на улучшение, оздоровление всего и всех, приведение к норме, к гармонии. Мгм. Вот как наш организм физический, он все время стремится к гомеостазу, да, то есть ранка где-то поранился, оно раз и заживает, то есть восстанавливается. Вот Мгм. это так Так, и хорошо. во всех Мгм. Да, это будет. измерениях происходит. Мгм. Так, все ли, Елена, все забрала частички ее души из той ситуации? Но она говорит: "Я уничтожила Марго". Хорошо. Ладненько. Отсоединяйся от всех этих ситуаций, Виктория. Да. Поднимаемся выше. Мгм. Так, Елена пишет, что в детском садике мальчик, показывая новый прием, поломал ей правую ключицу. Пусть Елена зайдет в тот момент и изменит эту ситуацию, чтобы Да, так не этот. интересно, ты еще не сказал ничего. То есть она уже, ну, Мгм. я уже видела, как это происходит. Хорошо. Она выталкивает его, Мгм. останавливает, поворачивается ко мне спиной. И я вижу, что в тот момент, как подключка сзади происходила, я ей передаю, чтобы она восстановила работу ее всех систем и органов. И вот позвоночник, чтобы она выровняла и наладила функции всего ее тела Мгм. Хорошо. и возобновила функции приведения всего физического тела к гармонии, процветанию и молодости. Мгм. И убрала Да. все причины, привязки, подключки, чипы, импланты, все чужеродное, что мешает ей быть абсолютно, как она и заказывала, 100% чистой, гармоничной, здоровой, успешной. Мгм. Так. Елена пишет, что у нее с самого детства проблемы с зубами. Давай посмотрим, есть ли причины, остались какие-либо, остались ли причины, связанные с проблемой с зубами. Мгм. И я вижу, как эта девушка пыталась зубами грызть эти веревки. Мгм. Ясно. Да, я ей передаю, чтобы она очистила от психосоматики свое физическое тело, от всех этих привязок и Мгм. наполнила все ее пространство здоровьем, гармонией, Мгм. все Очистит вот прошлое эти от этого. информационные Да, страхи и эти чувства, которые она испытывала. Пусть она очистит ее генетическую память от этих кошмаров да. и наполнит все ее пространство любовью, жизнью и гармонией. Мгм. Так, вижу ее маленького сына и черная точка в глазике в правом, открытый портал. Мгм. Саша. Да. Он находится по отношению тоже к Марго, к ней в секторе магии.
Мгм. Так. А, Что это за ситуация? Та же Э, самая ситуация. Он был один из, тоже считывается как родственник. В этом маскараде В этом участвовал? маскараде, да. Ну, вот Мгм. это как, какой-то ритуал странный. Мгм. Хорошо. Пусть Елена передаст Саше информацию о ее освобождении от этого эгрегора пиковой дамы. Скажет ей, чтобы он отказывался участвовать в этом ритуале с этим склепом, маскарадом. Я вижу, как она вырвала за эту нить, эту подключку в его глазике. Мгм. И, вот эта подключка, как будто, знаешь, такой, фея, мальчик-фея вылетел с крылышками. Мгм. Я ему передаю, что его мама освобождается, и, э, чтобы он тоже убирал все эти вот внутриутробное, я Подключки. вижу еще, да, что его мама освободилась во всех пространствах и временах, и что он тоже свободен от этих, кармических привязок. Мгм. Хорошо. Так, Мгм. Хорошо. ходит, Мгм. Так, хорошо, отсоединись, Виктория, от этой ситуации. да. Так, Елена отказывается от всей эзотерики, всяких гаданий, кофе, там, сдачи экзамены, просить гадать, сдаст ли она экзамен, тара, книги там на удачу, рождественские всякие ритуалы. От всего этого она отказывается, от Кашпировского воздействия тоже отказывается. Пусть она от всего этого изменит все эти ситуации один за другим, очистит от всех подключек, программ, имплантов, воздействий и очистит. Ну, я Мгм. вижу, что этого нет, Мгм. потому что это ушло. То есть она Пошло, да? отказалась еще на первом сеансе, поэтому вот, как говорится, верхний слой был расчищен и расчистил дорогу к более глубоким слоям сознания. И вот эта генетическая память, буквально Мгм. считывается как ворох, да, вот этого Мгм. вышла на поверхность. Так, Она хорошо. свободна, она вот так Мгм. говорит, снова Мгм. как будто бы всплыла, знаешь, Мгм. из бездны с какой-то, и Хорошо, вся сияет, говорит: "Я свободна". отлично. Елена, если хочет, пусть она родит ее обеих сыновей заново, чистыми, без подключек, полностью здоровыми, красивыми. Пусть она это сделает, если она это хочет. Да, она, Мгм. я вижу, как, такие радостные энергии, прямо Мгм. такого счастья, и она вот с ними вот так поднимается вверх в сектор первоисточника. Где-то недалеко здесь папа Мгм. Юрий. Ага. Я слышу. Он, он, как не в каком-то стабильном пространстве, а он вот так летает и смотрит на это все, Мгм. что мы тут делали. Я передаю ему тоже информацию о всех наших сеансах и говорю, чтобы Елена ему передала, убрала все негативные привязки, подключки между ними. Мгм. И он так вот так раз и исчез в пространстве, Мгм. где отдыхают души. Отлично. И я ему передаю, чтобы он закрывал портал и убирал все подключки. О, как им не нравится, прям рыдают. Ну и пусть. Портал на утилизацию все М. эти энергии чужеродные. Чищу все пространство светло. Все хорошо. Мгм. Хорошо. Тогда спроси у Елены, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Она нас благодарит. И М. всегда вот так вот. Мгм. Пусть она еще передаст информацию о освобождении Ирине и Наталье.
Да, Ирина здесь тоже была, сбоку стояла, Мгм. улыбается. Наталья есть, да, тоже. Мгм. Хорошо. Интересно, так хорошо видно, все классно. Ну хорошо, Виктория. Тогда прощаемся с Еленой. Да. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Мгм. Ну, вот такая интересная история. Я, можно спрошу уточнение? Я, получается, что вот была вот этой Марго, что ли? Вот. Или Мгм. как? Да. Ну да. Что в этом ритуале на столе лежала, да? Мгм. И вот это и есть пиковая дама? Ага. Ну, это не пиковая, конечно же, Да. дама. То есть, когда люди вызывают каких-то духов, на самом деле они вызывают не самого человека, а вместо человека выходит какой-то демон. А твой сеанс показал именно, что таким образом те, кто вызывают, предают того, кого вызывают, потому что тот, кого на самом деле вызывают, становится как этим батутом. То есть это средство, эта душа становится средством для того, чтобы вышел на поверхность какой-то дух.